Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Сегодняшний мастер-класс записан по вашей просьбе. Вы просили записать босоножки, я понимаю, скоро лето, поэтому ваши пожелания выполняю. Этот мастер-класс для вас абсолютно бесплатен, как и все другие материалы на моем канале. Пользуйтесь на здоровье. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о следующих моих видео, которые будут выходить, а их будет очень много. Поставьте лайк и напишите пару слов в комментариях. Это очень важно для развития моего канала. Я вам буду очень благодарна. Ну а мы начнем. Эти босоножки, мне кажется, очень красивые. И они достойны нашей женской коллекции обуви. Итак, с чего начинаем? Пряжу я беру Катя Кэтсби Non-Stop Creative. Очень красивая. Состав тут 77% вискозы, 15 полиамида и 8 полиэстера. На 50 грамм 118 метров. Очень хороша пряжа для того, чтобы вязать босоножки, потому что она абсолютно не тянется. Крючок буду использовать 2,5 миллиметра. Ну и начинаем с подошвы. Подошву подготовила, пробила отверстия на расстоянии полсантиметра друг от друга и обвязала ее по кругу столбиками без накида. В каждое отверстие по 2 столбика. Вот так обвязываем всю подошву по кругу, доходим до середины пятки, с того отверстия, с которого мы начинали, мы провязали один столбик, туда провязываем второй столбик и в первую петлю соединительный столбик. То же самое делаем со стелькой, пробиваем отверстие, обвязываем по 2 столбика с накидом и затем вместе стельку и подошву связываем. Каждая петелька, петелька стелька, петелька подошвы. И все связываем столбиками без накида. А теперь займемся непосредственно самими босоножками. Начинаем с колец, которые я буду использовать для обвязки. Знаю, что вы будете спрашивать, что за кольца, где их взять, какие они должны быть. Вот у меня диаметр кольца 1,9 сантиметра, 19 миллиметров. И вот сразу вам говорю, где я их взяла. Только белые могла найти, пластиковые и металлические, а вот темные мне нужны были поднить. Вот такие я просто взяла, купила в строительном магазине какие-то прокладки для кранов, я не знаю какие, но они очень такие жесткие, достаточно хороши, и я поняла, что они мне как раз будут, потому что в носке они не будут давить, не будут нить пробивать, прорезать, то есть вообще супер. Так что вот вам такую идею подкидываю. Наверх переда мне надо будет связать вот такую форму. Нижний ряд 3 колечка, потом 4, 5 и 6. Вот это будет. То же самое будет у меня и на задник, только без 3. То есть 4, 5 и 6 будет. Сейчас мы начинаем уже вязать. Здесь вот я меряю обязательно, где у меня подъем пальчиков на ноге, и вот сюда вот как раз этот низ. Если у вас нога широкая, может быть понадобится 4 кольца сделать внизу. Замеряйте обязательно сантиметром. На широкую ножку добавите еще вот так по одному кольцу, и у вас получится это 4, 5, 6, 7 колец. То есть в зависимости от того, сколько вам нужно будет на подъем и на ширину вот пальчиков впереди. Мне достаточно будет 3, я буду вязать с 3 колец. Ну и начинаем с обвязки. Обвязываем колечко столбиками без накида. Провязываем 10 столбиков без накида в первое кольцо. Конец нити сразу подвязываем сюда же под эти столбики. Всего буду на верхний ряд провязывать 6 колец. Начинаем с верхнего ряда.
Вот провязали 10 столбиков, теперь берем второе кольцо и присоединяем. Также продолжаем 10 столбиков без накида, вяжем под второе кольцо. Теперь третье кольцо присоединяем точно таким образом. 10 столбиков без накида под третье кольцо. Так как я буду делать 6 колец на верхней части, то под 5 столбиков вот таким образом провязываем по 10 столбиков без накида. Под 5. А под 6 уже будет меньше, потому что будем уже второй ряд готовить. 5 колец обвязали, теперь шестое кольцо обвязываем всего 3 столбиками без накида. И привязываем к нему кольцо второго ряда, тоже 3 столбика без накида, еще одно кольцо. Это кольцо второго ряда вот так ляжет на первый ряд. И теперь разворачиваем наизнанку и привязываем с изнаночной стороны через 3 столбика на втором кольце. На первом кольце мы 3 столбика провязали, на втором через 3 столбика привязываемся соединительным столбиком вот сюда. Разворачиваемся на лицевую сторону, вяжем по этому кольцу еще 3 столбика без накида. Чтобы вам было легче, покажу. Вот так накладываете кольцо на вязание, видите, оно уже не привяжется. Значит, пришло время привязывать второе кольцо. И теперь привязываем второе кольцо второго ряда 3 столбиками без накида. Разворачиваем наизнанку и смотрим, куда ложится это кольцо. Вот сюда, через 3, на следующем кольце через 3 петельки. С этой стороны отсчитываем 3 петли и присоединяем это второе кольцо. Соединительный столбик. Теперь снова 3 столбика без накида по этому кольцу. Выкладываем и просто видим, куда оно просится присоединиться. То есть на третье кольцо вот сюда через 3 петельки. Соединительный столбик. Разворачиваемся наизнанку, привязываемся соединительным столбиком к третьему кольцу и вяжем 3 столбика без накида.
Теперь присоединяем третье кольцо, 3 столбика без накида. Если сначала трудно, всегда вот так раскладывайте, и вы будете хорошо видеть, куда оно должно быть привязано. И привязываемся вот сюда в третью петельку с соединительным столбиком. Вот сюда 1, 2, 3 присоединяемся, потом вяжем 3 столбика без накида, потом 1, 2, 3 присоединяемся к этому кольцу в третью. И дальше точно так же продолжаем 3 еще столбика и присоединяем новое кольцо. Развернулись наизнанку, отсчитываем 3 петельки, здесь присоединяемся соединительным столбиком и вяжем 3 столбика без накида. Теперь выкладываем, смотрим, куда присоединяем эту часть. Вот сюда, к этому кольцу, через 3 столбика. Столбик соединительный. Три столбика без накида опять в это кольцо. Присоединяем следующее 4 кольцо, 3 столбика без накида. Теперь присоединяем вот сюда, разворачиваемся наизнанку, привязываем с этой стороны кольца через 3 петли. Опять на лицевой стороне 3 столбика без накида. И смотрим, куда привязываемся к следующему кольцу. 3 столбика отсчитываем и привязываемся в третью петлю с соединительным столбиком. Дальше провяжем 3 столбика без накида и привяжем следующее кольцо. Поворачиваем наизнанку, привязываемся соединительным столбиком в третью петлю и провязываем 3 столбика без накида. Вот, теперь присоединять будем следующее кольцо, чтобы привязать его вот в эти через 3 столбика, через 3 петли. Провязываем 3 столбика без накида. Прикладываем, смотрим вот сюда, отсчитываем 3 петли и привязываемся соединительным столбиком. Развернулись наизнанку в соединительный столбик и потом 3 столбика без накида.
И теперь видно, куда мы должны привязать. К последнему вот этому кольцу привязываем 3 столбика, отсчитываем соединительный столбик. Второй ряд мы закончили, и теперь мы будем вязать, обвязывать второй ряд, чтобы присоединять третий. Вот еще раз покажу, чтобы понятно было. Вот 3 столбика провязали здесь, присоединили, 3 столбика провязали, кольцо присоединили, 3 столбика. И вот так двигаемся по 3 столбика и привязываемся к первому ряду. Теперь вот эти вот кольца второго ряда просто полностью обвязываем столбиками без накида. Каждое кольцо до конца ряда. В конце ряда на последнем кольце мы будем не довязываться. И я сейчас покажу вам. На последнем кольце провязываем 3 столбика без накида и начинаем привязывать кольца третьего ряда. Делаем то же самое, что делали во втором ряду. По 3 столбика без накида, соединительный столбик, 3 столбика без накида, соединительный столбик. И двигаемся так еще 2 ряда. Когда привязываем все столбики этого ряда, следующий ряд двигаемся, обвязываем соединительными столбиками и потом привязываем столбики последнего 4-го ряда. Я думаю, что дальше вы уже справитесь самостоятельно. Вот привязываем уже последнее кольцо. Здесь 3 отступили соединительный столбик, затем 3 столбика без накида. И привяжемся соединительным столбиком к последнему кольцу. Все, ряд закончили, дальше делаем обвязку. 3 обвязываем полностью столбиками без накида, а 4-й, последнее кольцо, вяжем 3 столбика без накида и начинаем присоединять следующий ряд. Вот так ряд обвязываем, присоединяем кольца следующего ряда и потом все свободные вот эти черные у нас концы колец обвязываем столбиками без накида.
Вот такая деталь у нас должна получиться. Вот так мы ее будем присоединять к подошве. И надо просто будет по бокам вот здесь сделать обвязку. На пятку вяжем точно такую же деталь. Она будет точно столько же содержать у нас колец, только у нас она будет ниже. Мы вот эти 3 верхних кольца я уберу, я их не буду вязать. Высота пятки будет 3 ряда из колец. Этого будет достаточно. Можно, в принципе, по желанию сделать и выше. Если вы будете какую-то делать застежку прямо вокруг ноги туда или веревочки какие-то, но я вот такую сделаю на эту модель. Так что повторяем все то же самое, вяжем еще одну такую деталь и потом мы будем уже их присоединять. Вот уже у нас 2 детали готовы. Здесь на 4 ряда первая деталь и вторая деталь у нас на 3 ряда. Это на задник. А теперь мы их просто присоединяем. Располагаться они будут вот таким образом у нас, поэтому на передней части будем обвязывать боковые части. Сделаем ряды для того, чтобы привязаться, а на задней части мы сделаем нижнюю часть обвязочку, чтобы потом привязаться к подошве. Начинаю обвязку с нижней части. Вот здесь от центра, чуть дальше от центра, начинаю вязать столбики без накида по кольцу. Вяжу до закругления столбики без накида. И затем на закруглении буду в самом углублении буду вязать полустолбики и снова столбики без накида, полустолбики. Вот сейчас я покажу, я думаю, что вам очень хорошо будет видно. Вот здесь, чтобы угол этот сгладить, провязываем полустолбики, а потом снова переходим на столбики без накида. Центральную петлю и по одной петле с обоих сторон на кольцах я не провязываю. Снова столбики без накида, потом между кольцами с обоих сторон по полустолбика и центральная и 2 петли по бокам не провязываются. Вот таким образом двигаемся до конца ряда. Теперь разворачиваемся на лицевую сторону, на изнаночную сторону и начинаем вязать столбики без накида в каждую петлю от начала до конца ряда.
Теперь нить не обрезаем, мы этой же нитью и будем привязываться. Выравниваем эту деталь ровненько, находим центр, чтобы ровненько она лежала с обоих сторон. И потом от вот этого центра на пяточке начинаем, присоединим эту деталь маркерами с обоих сторон и привязываем ее столбиками без накида. Вот так я ее расположила, маркерами зафиксировала. И теперь начну просто столбики без накида от начала до конца ряда. Присоединю эту деталь к стельке, вот сюда, к подошве. Берем петлю на стельке, на вот этом у нас базовом ряду, в котором мы присоединяли стельку с подошвы, и петлю на детали. Вяжем столбик без накида, затем снова петлю на подошве, петлю на детали и снова столбик без накида. Вот так мы делаем присоединение. Вот пяточка у нас присоединена. Стоит она теперь будет у нас ровненько, крепко. И шовчик у нас с внутренней стороны, его не видно, и на ножке он чувствоваться не будет, потому что пяточка тут закруглена. Теперь обвязываем переднюю часть. Делаем точно такую же обвязку по боковым частям. То же самое, столбики без накида, полустолбики, 2 ряда, лицевой и изнаночный. Когда обвязка будет готова, мы уже присоединяемся к переду. К переду я буду присоединяться уже не так, как задник, а буду присоединяться, накладывая боковую часть на вот эту ряд подошвы, и буду присоединяться соединительными столбиками. Вот таким образом накладываю и одну петлю здесь, одну петлю на подошве и соединительный столбик. И вот так каждую петелечку присоединяю до самого конца. Потом обрезаю конец нити и прячу этот конец нити в вязание. Вот таким образом привязываемся с двух сторон. Эту деталь присоединяем. Ну а теперь ремешок. Обвязываю одно кольцо. И вот когда дошла до последней петли, затем 4 петли столбиками без накида, туда-обратно поворотными рядами 4 столбика без накида вяжу необходимой длины на высоту, на которую мне надо. Этот ремешок, он будет идти вокруг ноги, вокруг лодыжки, поэтому надо будет замерить длину и тогда уже вязать такой длины, какой надо. Я просто показываю, как эти столбики без накида, но я думаю, что вы сами знаете. Каждую петелечку 4 столбика, потом петля подъема и снова 4 столбика. Сейчас я покажу на изделии, как это будет располагаться, и вы поймете уже. Ну, в принципе, это желание каждого. Вы можете по-разному сделать этот ремешок, но мне вот нравится такой.
Вот в этом месте я замерила ножку, и теперь вот мне надо сделать этот ремешок именно такой длины, чтобы он у меня был, застежка прикрепилась, и чтобы он был у меня внахлёст, поэтому я сейчас именно по замерам делаю. Этот ремешок будет проходить у меня вот сквозь кольца, я его продеваю, и он будет ложиться вот так. С этого края будет крепиться застежка. Встречный ремешок я делаю то же самое, рядом к этому кольцу 4 столбика без накида и вяжу встречный ремешок. Необходимая длина должна быть, чтобы был нахлёст на вот эту застежку. И третий ремешок встречный я прикрепила вот к носовой части, и получилась вот такая у нас застежка. Я думаю, что очень оригинальные босоножки получились. Готовое изделие мне нравится очень. Я надеюсь, что вы свяжете. Неважно, какая нить будет. Выбирайте себе хорошую, такую качественную, можно хлопчатобумажную нить. И вяжите цвет, который вам нравится. В любом цвете, мне кажется, это изделие будет смотреться идеально. Дорогие друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о следующих видео. Поставьте лайк, поделитесь в своих соцсетях этим видео и напишите пару слов в комментарии. Буду вам очень благодарна. Я желаю вам ровных, красивых петелек. Пишите о своих пожеланиях, что бы вы хотели, чтобы я еще с вами связала. И до новых встреч, друзья!